Привет, мир! В наши края идет потепление, поэтому мы с Тёмой решили выйти сегодня на улицу и почистить наши крыши от снега. Привет! Привет, мир! Хочу показать, какое количество снега у нас на крыше. Вот, наверное, видно будет хорошо. Нет? Сливается все. Сейчас пойду ближе. Нет, вот так вот хорошо видно, вот. Прям там такая хорошая подушка. Почистить надо хорошенько. Вот сейчас вот здесь еще на сарае покажу. Ну, тоже опять вот так вот, наверное. Привет! Привет! В домик идете? Да. Ну посмотрите, как там что. Ага, да, наверное, с вашего домика тоже, наверное, надо будет снег с крыши почистить. Посмотрите, потом расскажете нам. Ну идите, посмотрите. Ну там была крышка. Ладно, хорошо. Так вот. Ага. Так вот, пойдем сегодня почистим, потому что это чревато последствиями. Правильно? Сейчас потепление пойдет, будет дождь, и все это вот мокрый снег, он, понятное дело, что тяжелый. Ну, стоки еще надо почистить, потому что они из шифера сделаны, и как-то они держатся. Стоки на сарае здесь? Да, мы показывали. Да, вот они. Шифер и... Ну, мы вчера чуть-чуть почистили, здесь эти бревнышки гнилые, так что мы их потом переделаем, но пока надо почистить, Ну, да. там не стали брать, потому что они вроде справлялись хорошо, вода отходила, а то да, и так дождливое лето было, здесь еще воды много было. Если бы не они, так вообще бы здесь целое озеро было. Да, Сегодня мы, наверное, еще, ну, я поколю дрова, перенесем мы те дрова, которые в тот раз мы накололи. Дрова горят замечательно, жар дают очень Да, хороший. они вот первые разы, естественно, они были мокрые, сушились рядом и на печке, где в сушилке вы видели нашу шведку, и рядом тоже. Просушились за 2 дня где-то. Ну, петух, ты что Петушонок, мешаешь? ты чё там вообще? Вообще мишун. Ага. И, как бы снег, у нас сегодня снег, дрова, игры, вон, Соня с Катей. 3 раза подряд уже. Вот спецом. Вообще. Булочки у нас. Они обычно ждут, когда кто-то им ответит. Ну, естественно, здесь в округе нет петухов. Поэтому они вот другие. 4-й. Так вот, рядом. Тёма говорит, у нас сегодня, что ты сказал, дрова, снег, чистка. Я булочки там намутила, их надо будет через часик в духовку Да, кинуть. у нас, мы завтра поедем в город. Послезавтра. Наши животные к нам подтягиваются. Я, кстати, покормила только что поросяток. Они все за нами идут. А смотрите, прям. Им мало внимания. Тут пока морозы были, мы их закрыли во дворе, не выпускали. Сегодня выпустили, потому что сегодня, правда, хорошая погода. Так они... Они сидели в дворе, теперь они вообще... Джессика там что-то залезла на крышу, что-то роет. Да, там спрашивали, как наша Джесси. Нормально, вот она здесь хулиганит немного. Да, Джесс? Она любит играться и громко все грызет, у нее там лед постоянно, лед грызет, снег грызет. Все грызет. Всякие разные ныкает, под снегом закапывает, вообще бестия. Ага. Катя вот ушли играть уже в хижину. Хижина у нас нормально себя чувствует, снега много, мы периодически, ну как периодически, вот 1 или 2 раза максимум скидывали снег. Там, в принципе, ничего сложного. Сегодня, наверное, тоже надо будет. А сегодня мы... Ой, а смотри, я тебя чуть-чуть перебью. Уже с этой стороны видно на этих ветках, там птички сидели. Да? Классно. А я сегодня, кстати, ходила к бабе Тоне, обратно по пути иду. Там маленькие птички какие-то на дереве сидят. Они так классно пели, как будто уже весна, представляешь? Утепление они, может, чувствуют. Я надеюсь, что уже не будет таких морозов, как вот последние 2 дня, и даже минус 15. Да не будет. Уже будет минус максимум 10, минус 8, вот средняя температура. Там вроде уже, да. Да, этой недели. Ближется к потеплению. Вот, Что я хотела? Вот мы сегодня вышли. Что-то ветер поднимается. Ветер поднимается? Да, так что вот, да, если вы собираетесь переезжать в деревню, имейте в виду, что вот этот вот пунктик, скажем так, вот это вот та работа, которую, если вы живете в квартире, ее делать не будете, а вот в деревне ее сделать надо. Потому что там такое столько снега. Вообще это не только работа, это упражнения физические. Не все же на диване валяться, и даже когда минус 25, все равно потом надо разминаться. Мы выходим в любом случае и в обед, и вечером, и утром, чтобы покормить животных. Бегут. Что-то они там нашли? Бегут. Не знаю. Ага. Домой! Идут. И ты домой. Все идут.
Ладно, Давай. ладно, мы пойдем приступим, да, а то скоро мне надо идти там булочки ставить. Да, булочки, кстати, я не сказал, что у нас хлеб кончился, мы послезавтра поедем в город, а на этот момент у нас просто хлеб кончился, запас хлеба. И мы решили, мука у нас есть, решили сегодня сделать булочки. Да, а в город? Сегодня на завтра сделаем домашние обычные булочки, как хлеб. Ага, ну ладно, все. погнали. Пока, мы пошли работать. По-моему, не очень-то и видно, да? Или видно? Вот так вот, наверное, видно. Почистили мы снега. Подстраховались, так сказать, да? Что? Я говорю, подстраховались, так сказать. А ты что, уже сказала, ну? Ну, пойду, да, дрова поколю. Там надо перетащить дрова, чтобы они подсыхали здесь и у печки. Наколю еще немного, наверное. Ага. Вот такая. А здесь, подожди-ка, я пройду. Здесь снег, все везде белым-бело, не очень-то заметно. В общем, кучка такая, но здесь ее не видно. Да, здесь много. Кучка такая. Джесси за своим хвостом гонится. Здесь, в общем, кучка такая хорошая образовалась. Я все смотрю вот на дымоход наш, то, что вокруг дымохода все так тает. Это о чем говорит? Что у нас там теплопотери? Ну, в любом Или это у случае всех так? Нагревается труба, мне кажется. В любом случае должен таять. Да? Ну ладно. Это тогда. если кирпичная труба такая толстая идет, то может быть ну не теплопотери, а вокруг не будет так таять снег. Ага. Ну, сделали, конечно, можно было и кирпичную сделать кладку. Но было времени не так много, поэтому сделали трубу, которая стояла. Ну да, ну да. Так что вот, ну что ж. Пойдем. Вот, а вот здесь вот еще мы не чистили. Вон, девчонки что там делают? А Соня что-то таскает туда, не пойму. Что-то они там с Катей намутили. Они новый домик там рядом строят. Или кухню снежную. Сейчас я пойду к ним посмотрю. Ты пойдешь дрова колоть, да? Ну, нам поколи тогда дрова. И пойдем, а то я там сейчас зашла, посмотрела, у меня булочки тоже. Да. Их надо. Привет, Джесси. Как ты? Нормально? У нас на улице гораздо светлее, но почему-то через камеру такая темень передается. Светочувствительность нашей камеры, видимо, не очень таялась. Ладно, сейчас мы... Ой, трясет опять меня. Надо нам стабилизатор все-таки купить, наверное. Ну, в смысле, не меня трясет, я иду. Естественно, камера трясется, и, наверное, смотреть это не очень хорошо. А так у нас вот красотень. Ой, сейчас мы к девочкам дойдем, глянем. Вот снега здесь на крыше тоже достаточно много в домике-то. Ой. Тук-тук. Привет, к вам можно? Нам Да. нельзя. Нельзя? Да, Катюш, что ты делаешь? Нельзя. К тебе можно, а ты почему опять перчатки сняла? Здесь вот будут сидеть 3 человека, там один. И там еще деревяшка есть. Там, С Наташей? Хорошо. по-моему, 2 человека поместится. Да? А почему вы эти подушки не взяли, на которых вы сидели? И зачем тебе кастрюля со снегом? Кастрюля со снегом. Я снег отсюда откопаю и все, вытащу. Перчатка сама снялась? Ой. Как всегда, да? Я уже гвозди нашла. А, нет, это не откапывай. Это все эти гвозди папа собирал, которые там вытаскивал с бревен, с досок. Пускай они там будут. Ну, что, мы пойдем домой? Булочки-то надо закидывать уже. Я сейчас заходила, смотрела. Мы здесь. Ладно, я тогда. Ты сама со мной пойдешь? Ну, как хотите. Хотите поиграть еще, хотите пойдемте домой. Ты с тобой. Ну, я тоже пойду. Ты со мной, Катя? Сейчас одену, Катю. Сейчас я поснимаю чуть-чуть совсем.
Привет. Я не тебя, Катюшечка, снимаю. Ты хочешь, чтобы я тебя снимала? Ну, скажи, всем привет. Всем привет. А ты что делаешь? Я в домике с Соней играю. В домике с Соней? Дерево закопал. Я вот и смотрю, иду здесь кучка снега, дерево так посадили, да? Нет, мы его закопали, чтобы ему холодно не было. Ладно, сейчас я поснимаю вот здесь вот красоту. А мы пошли домой. Угу. Слушайте, а что ли наша речка замерзла, ее вообще не видно? не пойду. А, нет, вон там вот далеко очень есть кусочек, где изгиб, там течение сильное, там вода не промерзла, а вообще Я не вижу. она вон там на изгибе совсем. Совсемушки, совсем. Что ты ничего? Не вижу. Ничего не А видишь? я этот Ладно. глаз вижу. Глаз видишь. Глаз вижу. А больше ничего не вижу. Ну, короче, я пошла. Ну, давай я тоже пошла с вами. Катюнь, пошли, вставай. Что вы обратно-то зарезали? Ну, выходите. Давайте. Выходите на улицу. Вы думали, я вам что-нибудь принесла, да? Катюнь, не надо их сюда, Катюнь. Пускай погуляют. Ну, давайте, хотите на место, давайте я вам открою калитку. Идите вот к себе на место тогда уже. Давайте. Заходите, давайте, добро пожаловать к себе домой. Ну что, идете, нет? Все, первая пошла, остальные уже сами по себе пойдут. Давайте скорее, давайте. Давай, уточка, давай. В общем, как я уже говорила, дел у нас сегодня запланировано много. Надо нам почистить здесь в сарае. Хочу выпустить немного коз погулять. Че, Рамуль, пойдем гулять? Пойдем, я тебя открою. Сюда погулять, сегодня погода-то у нас хорошая. Так вот, надо почистить двор. Что-то у нас коза какая-то интересная. Интересная у нас коза. Она у нас с каждым разом все больше и больше. Кстати, что самое интересное, когда у нас коза с козлом были в одном загоне, козел всегда был чистый, а коза всегда вот такая грязная. Ну вот как так-то? Сколько у нее не чисть, все равно вот она вот пачкается. Ладно. Рамульчика, у тебя живот такой интересный, большой такой. У тебя там есть кто-нибудь? А, Рамульчика? Слушай, Рамуль, да у тебя там, по-моему, кто-то бьет. Слушай, привет, а ты этот, что, дровами занялся? Слушай, ты посмотри на нашу козу. Ну да посмотри, она с каждым разом все больше и больше. Помнишь, когда мы с козликом менялись, нам что сказали, что козлик... Джесси, подожди. Козлик семейства, где была тройня. Так что вполне возможно, что у нас будет тройня. Чего? Не. Одного, два максимум, 2,5 максимум. Не, на, что такого-то? Тройня, так тройня. Не, ну реально, вот посмотри, если ее Не, вот так вот показать. Ну да, ты прав, козы, потому что... Две козы. Две козы ты Две хочешь? козы, да. Две козы максимум. Я думаю, что там 2 козы. Не, может быть не факт, что она беременна, потому что она кушает. Но все равно у нас козел-то тоже есть так же, как и она. Но козел у нас что-то не таких размеров. Мне кажется, она все-таки беременна, и беременна она... Нет, Я в на курсе. самом деле козел тоже, если ест, он тоже круглый становится. Все время ест. А сейчас он чуть-чуть похудел, потому что он переживает, без козы живет. Сейчас я тоже его отпущу, потому что он... Реально, может, действительно у нас тройня, а так как козел, вот нам говорили, что он стройник, как сказать, ну, в общем, коза, которая родила его, родила 3.
Так что нам сказали, что скорее всего у нас будет тройня. Да, Рамуль? Вот, я даже не знаю, знает кто-нибудь, вот если наши подписчики вот нас смотрят, напишите, пожалуйста, если у вас есть козы, как посмотреть, тройня, не тройня. Мне кажется, это вообще никак не посмотреть, да? Если она беременна, и лучше пускай 2 козочки будут. Ну, с одной стороны, ты прав, потому что 3 козочки, они могут быть маленькие, и может не хватить молока там или еще что-то. Да, Слушай, неужели правда тройня будет? Я вообще что-то как-то это у нас коза, потому что она все больше и больше. Если так по нашим подсчетам, что ты? Нет. По нашим подсчетам такие ходить так еще месяца 2 как минимум. Да, Рамульчика? Или ты просто толстая? Она к тебе сейчас повернется. Я просто толстая. Начала есть. Интересно. Я уже забыла, что мы хотели делать-то. А нам надо почистить во дворе у всех. Да. Я вот козу отпустила, там у нее надо опять чуть почистить, у свиней надо почистить. Тёма вот дровами занялся. Еще нам надо выбрать дровами красивые... Я вчера занялся, сегодня я просто их Таскаешь, убираю. да? Да, потому Подожди. что в снежке я их купил. Соня, кстати, Гребут. посмотри на них. Бобслейны. Посмотри на них. Опа. Катя, мне кажется, сейчас уснет. Нет, она тоже... Приблизишь, нет? Я приблизила, она ты тоже гребет там что-то. только она одной рукой. Ладно, пускай дети гребут. Главное, не отсюда. Чтобы Гребем отсюда, да? гребем отсюда подальше. Ага. Так вот, и что я хотела сказать. Нам надо сегодня еще... Есть у нас тут с Тёмой парочку задумок. И нам надо вот здесь вот из этой толпы, хотела сказать, вот из этой кучи выбрать вот такие вот красивые полежки. Вот такие вот. Ну, это слишком большие, Валь. Думаешь, мы не сможем их спилить? Вот смотри, рядышком маленькая тоже, вот смотри, красивенькая. Да, вот это тоже красиво. Есть у нас, Тёма, одна... Вот, смотри. Смотри. Ну, это, да. Ну, мне вот это очень нравится, но она такая толстая. Не сможем, да, мы ее ничем. Ой, смотри, какая красотулечка, вот это вот. Посмотри, какая структура у нее. Я бы ее, конечно, спилила. Да. В общем, нужно будет нам выбрать. Есть у нас, Тёма, одна задумка, нужно ее попробовать воплотить в жизнь, да? Да. Как думаете, Артем Андреевич, что ты очень близко? Я не в фокусе. Ты не в Сегодня фокусе. Ты сегодня не в фокусе. Встал, поэтому я не в фокусе. Еще мы... Задумка хорошая, да. Жаль, вы не знаете какая. Ну, мы потом покажем уже, расскажем, правильно? Конечно, обязательно. Просто Да. это пока. Ну, пока мы не знаем, как что из получится, так- этого выйдет, да. Да. Мы надеемся на успех 99,9%. 99,9. Потом нам надо с крыши снег счистить. В общем, дел сегодня много. Пошли, я буду чистить у свиньи, а ты таскать туда далеко. На вот жалко, у нас тележки нет, надо ее приобрести. Вот, кстати, тележка. Статью расходов. На этой веселой ноте. мы Статью идем делать наше Статью расходов надо записать. дело. Да. Ну все. Ладно, пошли работать, да, а то дел, правда, много. Да. А дети у нас... Ой, смотри, какой слой снега здесь. Вот это выпало у нас буквально за... А, он рыхлый. Рыхлый думал, за он 2. плотный. Нет. Ну, А дети до сих пор гребут. Не, уже не гребут. Смотри, утка побежала. А я же их только что закрыла. Ты куда побежала? Откуда ты Вот вообще? это единственная утка, которая отдаляется от всех. Она может в снежке там покупаться метров за 10, за 20. Походу она хочет яйцо снести. Только она думает, где. Потерялась. Давай ее закроем обратно. Нет, давай за ней проследим. Может, она, думаешь, где-то несет еще яйца? Да. Короче, за ней проследим, посмотрим, что она будет делать. Да она просто сейчас в панике. Да не в панике они зовут ее. Ладно, не будем. Сейчас вот козел просто там перекрикивает тут как бесит. Да, козла выпустим, пойдем чистить. Ладно, мы пока пошли дальше. Давай. Просто давай домой. Иди домой. Ладно, пошли. Потом покажем, что сделали. Что-то... Джесс, ты что на меня рычишь? Ты чего там вообще? Что-то мы за работой даже не заметили, на улице уже темнеет. То пока то сделаешь, пока это. Почистили мы, в общем, здесь уже животных. Все уже зашли. Вечереет. Чего ты, Гров? О, понеслась опять, да? А что ты так сено раскидал? Здесь столько сена и все спят, все лежат. А коза у нас вообще круглая. Ладно, я выхожу. Детей домой загнали. Катя такая говорит, у меня, говорит, в руке холодно. Я смотрю, у нее перчаток набит снегом. Я говорю, ты что делала-то? Снег, говорит, запихала туда. Я говорю, а зачем? Ну, говорит, рука, говорит, пухленькая.
Так что вот, что я хотела сказать. По поводу козы-то еще раз хочу сказать, если вдруг есть среди наших подписчиков люди, у которых есть свои козы, реально ли вообще определить у коз один там козленок, будет 2, 3. Это что-то у нас, правда, коза какая-то круглая становится. Все больше и больше. Это, конечно, хорошо. Может, она и правда просто толстая. Вот, ладно, на улице уже что-то холодает, хотя к вечеру просто так, наверное, вроде по прогнозу-то должно быть тепло. Пойдем уже домой. Готовиться завтра мы в город собираемся. По делам, за продуктами и так далее. Дети уже в доме греются. То их не выгнать на улицу, то, как всегда, не загнать. Ой, здесь так, сейчас я постараюсь показать, этот видно, часовенку. Вот, крышу видно. Ага. Она еще вроде как бы недостроена. Ну, как-нибудь мы заснимем в тех краях. Там дома тоже прикольные. Может, даже на днях сходим. Ну, в общем, посмотрим. Вот, ладно, на этом все. Показывали мы, я уже не помню, засняли мы, как мы снег чистили. В общем, не снегу почистили мы с крыши. Дел наделали много, но день был насыщенный. Так что теперь осталось у нас дела по дому. Их, конечно, тоже у нас достаточно. Ну ладно, все, всем пока. Увидимся в следующем видео. Все, всем пока.